Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Verdict. И сегодня я расскажу вам про 5 пар наушников форм-фактора вкладыши. Они все различаются между собой как ценой, так и характеристиками, комплектацией, но их все объединяет тот факт, что это очень и очень хорошие наушники. Но об этом подробнее. Поехали! Первый вариант я засветил еще в обзоре на Player X Duo X3. Это вкладыши Kian 25, которые я купил для повседневного ношения, занятия спортом, велокатания и всего такого активного. И именно поэтому с тех пор они претерпели небольшое изменение в виде термоусадки у штекера. Сделал я это заранее, так как эксплуатировать их планировал в самых неприятных для провода условиях, а он достаточно простой и обладал лишь небольшой защитой от перегиба. Работали и работают они по-прежнему без нареканий, и давайте пройдемся по характеристикам. Частотный диапазон 20-20 тысяч Гц, сопротивление 32 Ома, чувствительность 102 дБ, диаметр драйвера 8 мм, а длина кабеля 1,2 метра. Ну и по звуку. За свои деньги, как я уже говорил, они очень и очень хороши. Никаких ощутимых пиков. И разве что верхний диапазон немного слабже, чем хотелось бы. Наушники идеально подойдут для занятия спортом, и за такие деньги их не жалко порвать или повредить. При этом вы можете также воспользоваться термоусадкой, и провод прослужит значительно дольше. Наушники в данный момент продаются в черной и синей расцветке, и поставляются они в металлическом боксе, что за 300 рублей просто отлично. Второй вариант я подглядел у своего коллеги, товарища Камрада. Это Nice HCK DIY Widow. Эти наушники мало чем отличаются от предыдущего варианта, однако различия все же есть. Сперва по характеристикам. Диапазон частот 20-20 тысяч Гц, сопротивление 32 Ома, чувствительность наушников 108 дБ, а длина кабеля 1,2 метра. По звуку в данных наушниках все еще чуть лучше, чем в предыдущих. У наушников более плотная середина, и за счет этого композиции в стиле металла или рока звучат еще более приятно и плотно. И как и предыдущие наушники, их можно использовать повседневно, поскольку цена практически та же, около 250 рублей. Что касается комплектации, то наушники поставляются в обычном полиэтиленовом пакетике. На сайте же вы можете выбрать вариант как просто наушников, так и гарнитуры. При этом вы можете выбрать также два цветовых решения – синие и белые. И да, одним из главных отличий от предыдущих наушников является то, что провод к правому уху длиннее, что подразумевает ношение данных наушников через шею. Следующий вариант – это также Nice HCK, но уже модель EB200. Тут мы уже переходим к более серьезной цене, и вот почему. Сперва по характеристикам. Диапазон частот 20-30 тысяч Гц, сопротивление 200 Ом, чувствительность наушников 106 дБ, а длина кабеля 1,2 метра. Ну и конечно же по звуку. Звук в них очень ровный, звучат они отлично на всем диапазоне частот. При том, что меня порадовало и удивило, это то, что звучат они хорошо и достаточно громко и на смартфоне Redmi 4X, несмотря на их достаточно высокое сопротивление. Так что при использовании с обычными телефонами они также хорошо себя проявляют. Наушники продаются в черном либо синем цвете за 1100 рублей. По нюансам. Провод, штекер и сам внешний вид уже значительно приятнее, чувствуется, что стоят они дороже. Однако сами вкладыши по-прежнему пластиковые и выглядят не так дорого. Провод наконец-то защищен от спутывания. И да, возможно не идеально, но запутываются они и правда гораздо меньше, чем предыдущие варианты. Ну и также цена помимо хорошего звука здесь определяется еще и комплектацией. Дело в том, что наушники идут уже с сумочкой для транспортировки, и плюс к этому в комплект вложен целый набор различных поролонок разного цвета, а также клипса. Далее идет модель, о которой я узнал первой среди всех прочих. Это Venture Electronics Monk. Стоят они от 328 рублей, но ввиду огромного количества вариантов комплектации цена может быть значительно выше. Себе я заказал вариант за 1300 рублей с витым проводом и металлическим штекером. По характеристикам. Диапазон воспроизводимых частот 20-20 тысяч Гц, сопротивление 64 Ома. Чувствительность 116 дБ, а длина кабеля 1,2 метра. Что касается звука, то наушники звучат очень хорошо, достаточно сбалансированно, как и предыдущие, однако почему-то тот же металл и рок отыгрывают чуть-чуть хуже. Я долго переслушивал разные композиции, но так и не понял, в чем дело, поскольку в остальных жанрах существенных различий я так и не заметил. Что же касается комплектации, то мой вариант, как видите, идет также с сумочкой для транспортировки и набором поролонок. Сам провод наушников витой, однако все же запутывается сильнее,
сильнее, чем у модели EB200. В целом это отличные наушники, очень сбалансированные, и в данной комплектации за счет провода и того же штекера выглядят гораздо дороже. Однако сами вкладыши все так же немного безликий пластик. Ну и последний вариант — это наушники OneMo E0320. Их мне уже прислали и сказали, что они должны быть не хуже, чем остальные модели. Что ж, компания, которая делает наушники для Xiaomi, должна держать уровень. Ну и они действительно не подкачали. По характеристикам диапазон воспроизводимых частот 20-20 тысяч Гц, сопротивление 32 Ома, чувствительность 107 дБ, а длина кабеля 1,25 м. Что же касается звука, то он тут также хорошо сбалансирован, однако поначалу были вопросы к нижнему диапазону частот, который слегка преобладал. Однако со временем он выровнялся, и тут уж либо ухо привыкло, либо наушники прогрелись. Объективно я не могу сказать точно, почему это произошло. Из важных нюансов следует уточнить, что это наушники изначально являются гарнитурой, и на правом проводе у них располагается пультик с микрофоном, который необходим для переключения треков, изменения громкости, либо же для использования при разговоре. Также в наушниках используются гибридные схемы, динамический излучатель и сдвоенный арматурный драйвер. Цена на наушники 1475 рублей. И если по звуку они, возможно, слегка не дотягивают до тех же EB200, то по комплектации и материалам сильно вырываются вперед по сравнению с другими вариантами. Сами вкладыши металлические, стильные и отлично выглядят. Продаются они, кстати говоря, в черном и золотистом цвете. Провод у них до разделителя находится в оплетке и, по заверениям производителя, имеет в составе кевлар для большей прочности. Также наушники поставляются в солидной коробке, внутри которой находится специальный металлический кейс с силиконовой формой, а в комплекте есть еще и мешочек на магните, а также поролонки и силиконовые насадки с фиксаторами. И если предыдущие наушники, особенно первые две пары, можно было бы эксплуатировать в различных условиях, то эти наушники уже явно больше подойдут тем, кто ценит стиль и качество материалов, при этом не в ущерб звуку. В общем, вот такие вот 5 пар интересных наушников у нас сегодня. Постарался сильно не затягивать и в то же время захватить как можно больше важных нюансов. Однако, если вам не хватило подробностей, пишите ваши вопросы в комментарии к видео. И первые 2 дня после выхода выпуска я стараюсь отвечать на все ваши комментарии. И в дополнение к этому, скорее всего, в комментарии я прикреплю отдельный пост, где я чуть более подробно расскажу про звучание каждой конкретной модели. И да, важно то, что ощущения от звучания я озвучивал, исходя из тестирования их на телефоне Redmi 4X и плеере X-Duo X3, так как наушники в основном и будут использоваться с подобными портативами. При подключении же к FX Audio наушники проявили себя чуть хуже в плане высоких частот, зато добавилась баса и более плотная середина. Отрицательно подключение к FX Audio сказалось только на первой паре наушников, где верха изначально были чуть слабже, и на FX Audio это стало еще более заметно. Остальные же пары проявили себя примерно так же, как с плеером и телефоном, либо звучали чуть лучше. Важно также учитывать и тот факт, что все наушники слушались с одинаковыми поролоновыми насадками. И в отличие от полноразмерных наушников, тут звук тяжело оценивать объективно, поскольку он будет отличаться как от выбранных поролоновых насадок или их отсутствия, так и от посадки наушников в ушах. Что подойдет лично вам, я, естественно, не знаю, поэтому выбирайте исходя из своих личных приоритетов. Все наушники очень хорошие, звук у них плюс-минус похож, и от этого выбор будет только сложнее. Но надеюсь, что этот выпуск поможет вам определиться и сделать правильный выбор. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас полезным, интересным. Если это так, оценивайте видео, как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Вердикт, пока! We'll be right back.